Приветствую, друзья! В этом выпуске я хочу вам рассказать, кто такой Фридрих Мерц, лидер блока ХДС-ХСС, и почему именно он сейчас является одной из самых обсуждаемых фигур в немецкой политике. Биография Фридриха Мерца – это прежде всего долгий путь в рядах Христианско-демократического союза. На выборах в Бундестаге 23 февраля 2025 года победу одержал блок ХДС-ХСС во главе с Фридрихом Мерцем. Этот результат был вполне ожидаем, хотя он не дотянул до 30%, которые ему ранее предрекали предвыборные опросы. Тем не менее, друзья, теперь именно Фридрих Мерц возьмет на себя ответственность за формирование нового правительства Германии, и, вероятно, совсем скоро можно будет сказать канцлер Фридрих Мерц. Возвращение Фридриха Мерца в большую политику началось еще в 2018 году, когда он решил баллотироваться на пост преемника Ангелы Меркель. Он тогда счел уместным на своей первой пресс-конференции напомнить журналистам, что несмотря на схожесть звучания его фамилии со словом «Март», он пишется иначе – Мерц. Это заявление стало символом, ведь Мерц действительно стремился дистанцироваться от политики Ангелы Меркель и показать себя как представителя классической консервативной линии. Но если вернуться все-таки еще на 10 лет назад, то становится здесь очевидным, что политическая карьера Фридриха Мерца развивалась в борьбе с той же Ангелой Меркель. В начале 2000-х он был одной из ключевых фигур в тогдашней оппозиции, то есть ХДС-ХСС, и конкурировал с Меркель за лидерство в партии. Однако в итоге уступил ей позицию и в 2009 году временно отошел от политики, занявшись бизнесом. Теперь, в 69 лет, Фридрих Мерц наконец достиг той вершины своей политической карьеры. Если не произойдет чего-то экстраординарного, он станет новым канцлером Германии. Но возникает вопрос, а каким канцлером будет Мерц? 6 лет назад, в 2018 году, когда он решил вернуться в политику, его восприняли как классического правого либерала. Он выступал за упрощение налоговой системы, поддержку бизнеса и ограничение иммиграции. Среди рядовых членов ХДС он сразу стал самым популярным кандидатом в преемники Меркель. Однако партийные соратники дважды, друзья, заблокировали его избрание лидером. Сначала в 2018 году этот пост заняла, как вы знаете, протеже Меркель Крамп-Карренбауэр, а затем в 2021 его снова обошел Армид Лашет. Иронично то, что именно Лашет в 2021 году вместе с канцлером Ангелой Меркель довел ХДС до поражения на выборах. Это поражение стало катастрофическим для партии, и, наконец, с третьей попытки Фридрих Мерц был избран ее лидером. Теперь же перед ним стоит другой совершенно вызов – это формирование правительственной коалиции и выработка такой политики, которая сможет объединить разные фракции парламента. Здесь следует понимать, что политика будущего канцлера Германии Фридриха Мерца будет зависеть не только от его собственных взглядов, но и от договоренностей с коалиционными партнерами. Друзья, поэтому, будучи политиком в оппозиции, он часто критиковал нынешнего канцлера Олафа Шольца за ту нерешительность, особенно в вопросах военной помощи Украине. Вместе с другими политиками, которые не входили в социал-демократическую партию Шольца, Мерц активно выступал за поставку Украине дальнобойных ракет «Таурус». В октябре 2023 года Мерц обратно озвучил свою позицию в телеинтервью. Он заявил, что на месте Шольца передал бы Украине эти ракеты, но не просто так, а сначала согласовал этот шаг с Великобританией и Францией и потребовал от Путина прекратить удары по украинской инфраструктуре. Мерц подчеркнул, цитата, «Я бы сказал так, если удары не прекратятся, то первым шагом будет отмена лимита на дальность ударов в глубину территории России, а вторым шагом будет поставка ракет «Таурус». И тогда пусть Путин решает, как далеко он хочет зайти в эскалации в этой войне». Я хочу, друзья, вам напомнить, что Великобритания и Франция уже поставляют Украине крылатые ракеты с заявленной дальностью 250 километров. В то же время немецкий «Таурус» обладает дальностью до 500 километров, что делает их гораздо более мощным инструментом. 9 декабря 2023 года Фридрих Мерц во второй раз с начала войны посетил Киев.
Во время этой поездки он заверил президента Украины Владимира Зеленского, что по-прежнему твердо поддерживает Украину. Более того, он предложил создать новый альянс крупнейших европейских союзников или хотя бы контактную группу для выработки общей позиции по вопросам будущего мирного урегулирования. По мнению Фридриха Мерца, в эту группу могли бы войти Германия, Франция, Польша и Великобритания. Он считает, что консолидация этих стран вокруг поддержки Украины могла бы значительно усилить их влияние в переговорах, а также отправить России четкий сигнал о единстве Запада. Фридрих Мерц старается этим донести, что его призывы к миру вовсе не означают капитуляцию Украины перед требованиями России. Он подчеркивает, что война должна закончиться как можно скорее, но не ценой уступок Кремлю. Во время своего визита в Киев Мерц заявил, цитата, «Война в Украине должна закончиться как можно скорее. Путин пойдет на переговоры только когда Украина будет способна обороняться». Конец цитаты. Таким образом, этот тезис перекликается с позицией многих европейских политиков, однако у Фридриха Мерца есть четкий акцент на том, что Европа должна быть готова к любому развитию событий, особенно после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Кстати, еще задолго до прихода Трампа Фридрих Мерц делал акцент на том, что политика США может измениться после прихода Трампа, что мы сейчас и имеем, и Европе придется самой заботиться о своей безопасности. Но в отличие от многих других политиков, Мерц не ограничивался общими словами и прямо говорил о необходимости существенного увеличения военных расходов. Сейчас Германия, как вы знаете, достигла установленного в НАТО норматива 2% от ВВП, но, по мнению Мерца, этого недостаточно. Он требует немедленного увеличения военного бюджета минимум до 3% ВВП, и при том как можно скорее. Для понимания масштабов, 3% ВВП Германии – это порядка 127 миллиардов евро. Цитата. «Россия вооружается такими темпами, что сможет напасть на страну НАТО через 5-8 лет», заявил Мерц в октябре 2024 года, подчеркивая тем самым, что Запад уже совершил ошибку, не поверив в возможность нападения России на Украину. «Мы уже ошиблись один раз, новая такая ошибка обойдется нам гораздо дороже», предупредил лидер ХДС-ХСС. Что касается, друзья, внутренней политики, особенно в вопросе миграции, то Фридрих Мерц демонстрирует здесь жесткую линию, стремясь перехватить часть электората у партии «Альтернатива для Германии», которую возглавляет Алис Вайдель, и которая строит свою политику на антимигрантской риторике. Фридрих Мерц тоже резко критикует политику открытых дверей, которую проводила Ангела Меркель и которую продолжало правительство Олафа Шольца. Цитата. «Нужно что-то делать на границе Германии. И наше предложение – начать разворачивать людей на границе немедленно, без промедления. Мы знаем с 2015 года, что это юридически возможно, и сейчас, в 2025, мы должны наконец решиться и сделать это», заявил Фридрих Мерц. При этом он категорически отвергает возможность сотрудничества с партией «Альтернатива для Германии», несмотря на то, что эта партия на выборах получила второе место после блока ХДС-ХСС. Однако сейчас у Мерца не остается иного выбора, кроме как формировать коалицию с социал-демократами из партии Олафа Шольца. Еще в нулевые годы Мерц был одним из ключевых сторонников концепции, которая называется «ведущей культуры», согласно которой Германия должна доминировать именно немецкая культура с ее традиционными либеральными ценностями. Такой подход Мерца контрастирует с политикой мультикультурализма, которая на практике привела к формированию параллельных обществ мигрантов в Германии. Любопытно здесь, что спустя год после ухода Мерца из политики даже Ангела Меркель признала провал политики мультикультурализма. Теперь, вернувшись в политику обратно, Мерц делает ставку именно на укрепление немецкой идентичности, что находит поддержку среди значительной части населения. Так кто такой Фридрих Мерц? Во-первых, он юрист по образованию. Начал свой политический путь еще в 1989 году, когда в возрасте 34 года стал депутатом Европарламента от Христианско-демократического союза. В партию ХДС он вступил еще в юности, вдохновленный идеями консервативной политики, и с тех пор неуклонно поднимался по карьерной лестнице. Его парламентская работа с самого начала была
сосредоточена именно на экономических вопросах и европейской интеграции, что позволило ему завоевать репутацию одного из наиболее перспективных политиков своего поколения. Через 5 лет, в 1994 году, Мерц перешел в немецкий Бундестаг, где быстро стал известен своим твердым взглядом на экономическую и социальную политику. Его аналитический склад ума, знание права и убежденность в необходимости экономических реформ сделали его ключевой фигурой в партии. Также он стремился к упрощенной налоговой системе и укреплению позиций Германии в международной политике. В 2000 году, когда канцлером Германии был Герхард Шрёдер, известный своими тесными связями, кстати, с Россией и лично с Владимиром Путиным, а Христианско-демократический союз тогда находился в оппозиции под руководством Эдмунда Штойбера, Мерца избрали председателем фракции ХДС-ХСС в Бундестаге. В этот период его начали рассматривать как одного из наиболее вероятных преемников Штойбера, и многие предполагали, что именно Мерц в будущем возглавит ХДС. Однако события сложились, друзья, иначе. После поражения ХДС на внеочередных выборах в 2002 году лидерство партии полностью перешло к Ангеле Меркель. Меркель позиционировала себя как сторонник более умеренной, такой центристской политики, постепенно отодвинув Мерца на второстепенные роли. Сначала он был понижен до должности заместителя, а затем и вовсе оказался в стороне от принятия ключевых решений. Несмотря на это, он оставался влиятельной фигурой в партии, а его сторонники надеялись, что он еще вернется в большую политику. Но когда в 2005 году после триумфа на выборах ХДС-ХСС смогли сформировать правительство, Мерц фактически отошел на второй план. Понимая, что его шансы на лидерство минимальны, он принял решение сосредоточиться на профессиональной карьере и в 2009 году в возрасте 55 лет официально покинул политику, чтобы заняться юридической практикой. На протяжении следующего десятилетия Мерц работал в крупнейшей компании Германии и входил в руководящие органы таких корпораций, как BlackRock. Он занялся инвестициями, корпоративным управлением и накопил значительное состояние. Немецкая пресса не раз подчеркивала, что за годы в бизнесе он превратился в одного из самых обеспеченных политиков Германии. Однако его уход из политики оказался временным. В 2018 году, когда Ангела Меркель объявила о своем намерении уйти с поста лидера ХДС, Мерц, которому тогда было 62 года, решил воспользоваться шансом и вернуться, чтобы занять ее место. Он рассчитывал на поддержку партийных рядов, но столкнулся с жесткой конкуренцией. Первый раз его соперницей стала Крамп-Карренбауэр, которую поддержала сама Меркель. Партийный истеблишмент предпочел ее, несмотря на то, что среди рядовых членов партии Мерц оставался самым популярным кандидатом. Спустя 2 года после неудачного руководства Крамп-Карренбауэр за лидерство в партии развернулась новая борьба, в которой Мерцу снова не удалось победить, но не везет ему. Делегаты партийного съезда выбрали премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета. Лишь после поражения ХДС-ХСС на выборах в Бундестаг в сентябре 2021 года партия приняла решение изменить систему голосования и впервые предоставить возможность выбора лидера всем членам ХДС. Этот шаг оказался судьбоносным. Мерц победил своих соперников с огромным отрывом, набрав 62% голосов и, наконец-то, занял пост председателя партии, к которому стремился более 2 десятилетий. Друзья, как видите, позиция Фридриха Мерца по Украине, по миграции, по обороне показывает, что грядут большие перемены. Как вы думаете, сможет ли он стать сильным лидером и справиться с вызовами, стоящими перед Германией? Пишите ваше мнение в комментариях. Спасибо вам за поддержку, спасибо вам за лайк и приглашаю новых зрителей подписаться. Также спасибо вам за просмотр и хороших вам новостей.